платина в любой серии Souls является каким-то, знаете, глобальным достижением. Получив ее, ты осознаешь, что попробовал, ощутил и увидел 80% всей игры. Получив ее, ты осознаешь, что победил всех боссов, слабых или сложных. Получив ее, ты спустя время возвращаешься и вспоминаешь с теплотой на душе или в жопе, как ты проходил того или иного босса. Платина в серии Souls — нечто большее, чем просто достижение. И Elden Ring не исключение. Ну либо у меня просто шуе, и я поехал кукухой. Сегодня в программе будет получение платины и пояснение за все ачивки. А сейчас будет масса предисловий. Есть довольно весомое значение, пиратка у вас или вы миллионер с лицензией. Так потому что на купленной версии можно очень быстро завершить квест вот этого чубра и отправиться в локу, где фармить крайне много душ, не имея никакого скилла. А у кого не лицоха тот, ну поди ты нахуй, это лока чуть ли не эндгейм, и отправиться в нее все равно нужно для платины. А как до нее дойти? Ладно. Далее. Я не отношусь к мега, ультра, про, МЛГ, тру хардкорщикам, но большую часть боссов я прошел без духа и вот это вот палки-ебалки, как ровный чел с катаной. Однако, на футажах я буду юзать меч ночей пламени вкупе с плюс 10 слезой на патч 1.02. Я сначала думал пройти за Ноуперса, но понял, что это будет очень долго и решил все пролететь на фастычах. Так что, просьба сильно не бухтеть по этому поводу. Ага. Потом, все квесты, кроме квеста Бернала, я проходил после убийства только Годрика, Маргида и Риналы. Дальше по квесту ранние я еще и хлопнул Раданы, и с боссами все. Точно не знаю, есть ли какой-то проеб квеста, когда вы всех боссов победили, но знаю точно, что не убивайте Рикардо до квеста Бернала, что опять-таки является непроверенной инфой. Ну типа сори, что не проветил, вот. На платье нужно завершить 3 концовки и ни в коем случае не открывайте вот эту дверь в канализации под Лейнделлом, так как можно сильно обосрать шорты. Ее необходимо оставить на конец игры. Да, можно еще кинуть эту парашу путем иглы Микелы, и это как бы сложный квест, и без гайда там тоже не разобраться, короче, в пизду. Ну и главное, играть и проходить самому. То есть какой ган юзать, качать его и свои статы, фармить то или иное говно, это вы сами. Я лишь являюсь пояснительной бригадой, чё, кого и куда. Ну, с этим вроде все. В описании я оставлю ссылку на вики, чтобы самому сделать галясь на какой-либо получение ачивки, квеста или интерактивной карты. Ну а также сервер Discord и группу ВК, да. А теперь все же давайте к делу. Я сразу озвучу мусорные ачивки, которые получают абсолютно все. Крепость круглого стола. После первой встречи с Мелиной вам нужно сдохнуть, обратно сесть на костер, и тогда она вас туда отправит. Великая руна. Неочевидная штукенция, каждую руну нужно активировать в специальной башне, в специальной локе. На этом фрагменте, как добраться до этой башни, замки грозовой завесы. И обязательно после убийства Годрика. Нужно ее разблокировать и потом, используя руническую дугу, активировать. Убийца богов. Нужно прокачать обычный ган до плюс 25 или специальный до плюс 10. Как по мне, второй сделать намного проще, но точилку на плюс 10 вы найдете в эндгейме, вот на этом поинте. Там вы можете просто до этого камня ражнуть и благополучно сдохнуть. Древо Эрт сожжено. Ну типа сюжетная ачивка в моменте, когда Мелина себя сжигает, ничего сложного. С изичами мы закончили, и время приступать к настоящему сексу. Я сначала опишу все квесты, которые нужно будет выполнить, так как в них и концовки, и мечики, и боссы, и прикол с тем, а как я, блять, должен был до этого, сука, сам догадаться. Начнем с квеста ранние. После знакомства с Мелиной скипайте время суток до ночи и идите в храм Элли, где вас и будет ждать ранний. Возьмите у нее шмотки и прожмите до конца ее диалог. Далее идем на этот поинт и слышим вой. Обратно идем в храм Элли, спрашиваем торговца об этом, лутаем эмоцию и идем обратно в руины. Щелкаем пальцами и встречаем вот такого вот мистера. Зовут его Блайт. Юзаем все диалоги и убиваем вместе ищейку Даривел.
Далее также крутим до конца диалог. Вот тут мы беседуем с кузнецом и опять-таки используем все диалоги, что есть. Я на постоянке не буду об этом говорить, так что прокрутка всех попиздюлек я просто буду называть диалогом, окей? Далее идем до локации башни Три Сестры, говорим с Ранни, а потом с 3 ее шихами. После этого ищем Блайда в подземной локации, где вход располагается здесь. Говорим с Блайдом, после чего возвращаемся к башням и ищем Силувиса. Также говорим и после диалога идем на этот поинт, ищем Селен и спрашиваем про Нокрон. В ответ получаем, что нужно будет отбутылить Радана. Ладно. Говорим эту инфу Блайду и отправляемся. Рыжеволосый чубрик находится вот здесь. Про сам файт. Он довольно сложный, так что советую вам подкачаться и набудрить себе побольше фласа. Ну и в принципе можно задать всех фантомов на этой арене, чё нет. Данный мистер будет вас обстреливать с лука. Если это фиолетовая стрела, то либо доджите ее предмета окружения, либо перекатом в самый последний тайминг. Далее он сагрит с наших NPC, а мы в свое время будем наваливать ему в крысу. Правда, много не вкидывайте, иначе можно рваться на пиздюль. Далее он улетит и обратно припиздошит в виде метеорита. Опять юзаем фантомов и ковыряем до победного. Награду получаем достижение хозяина Сколка Радан. И после файта у Кострика говорим с Блайдом. Идем вот сюда и проходим в локацию Нокрон Вечный Город. Там нужно будет залутать прикол для Ранни. Как и где достать на экране. Возвращаемся в башню сестер к самой Ранни и говорим с ней. Далее неподалеку есть башня с порталом в реку Ансель. Лутаем куклу и несколько раз тычем до диалога. Пролетаем эту локацию и ищем красного фантома. После его убийства нам дропается ключик, которым открываем сундук в месте, где сражались с Реналой. Лутаем кольцо и пересекаем охуенное и мозговыносящее удовольствие болото и дропаемся в гроб. Нас тут ждет босс Астли, рожденный бездной. Босс несложный, многие атаки легко доджатся, поэтому попускаем и получаем одноименную ачивку. После него идем в лифт и до собора Мануса. Оттуда спускаемся вниз и говорим с Ранни с последующим получением легендарного меча и анлоком концовки. Это, наверное, самый длинный квест в игре, но и по совместительству самый пиздатый. Квест Селен. Помните ту мадам, с которой мы говорили о Нокроне? Вот это и есть наш Селен. Дальше нас ждет незабываемое приключение вокруг вулкана Гельмир. Начинайте вот отсюда и продвигайтесь по кругу, пока не встретите Азура. С ним нужно поболтать и получить легендарную магию кометы Азура. Возвращаемся к Селен, и она даст наводку на другого мега-ультра возвышенного чела, который преисполнился на триллионы миллиард. Находится он вот здесь, далее идем до него и получаем легендарную магию гибельной звезды. По сути, дальнейшее развитие квеста не обязательно, но если захочется, то можно и закончить.
Квест Фии. В крепости круглого стола знакомься с ней и обнимаемся. Потом вроде как нужно отдохнуть у костра на плато Альтус, и после опять возвращаемся к ней. Обнимаемся и исчерпываем диалог, после которого она дает вам кинжал. Отдаем его Ди, перезагружаем локацию и опять с ней болтаем. После этого ее можно будет найти только в локации Глубокие Корни. Добраться до них можно обычным способом, а именно через групп. Но перед этим нужно завалить 2 горгулей. Босс тоже много из себя не представляет, и поэтому после килла получаем ачивку. В локации Глубоких Корней нужно добраться до верха. Маршрут на экране. Потом мы попускаем фантомов, и после перезагрузки Локи встречаем Фию, обнимаемся, болтаем и идем в читательный зал. Применяем данные нам от ранее песочные часы и фулл проходим Локу. Нам встретится вот такой вот бублик. Обязательно его убивать или нет, я не знаю. Но я лично этого чебуратора захуярил. Идем дальше и лутаем проклятие смерти. После чего обратно к Фии, отдаем, говорим, обнимаемся. И если вы получили редкое благословение балдахина, то все окей. Перезагружаем локацию и видим, что Фия спит. Трогаем ее за вымя, и за столь наглый поступок нам на голову скидывает вот такую вот приколюху. Дракон Лич Фортисакс не самый простой дракон, который дал просраться даже мне. Главное тут доджить его атаки молнии и иногда отключать камеру, ибо, как заверено во всех соусах, камера тут иногда показывает хуй знает куда и хуй знает зачем. После победы получаем ачивку. И перед тем, как переходить к трофеям, где нужно собрать много всякого лута, я скажу, что у некоторых игроков есть баг, при котором не выпадает ачивка после сбора того или иного снаряжения. Вроде как услышал от работяг, что может помочь отправка того или иного в хранилище и перенос обратно в инвентарь. Теперь переходим к ачивке, в которой нужно намудрить легендарные мечики, где 2 из них мы уже знали, где лежат. Двуручник руины можно получить после победы над 2 боссами в замке Рыжей Гривы. Они у меня там заспавнились, когда я закончил линию квестов с Селен, но в большей степени нужно будет исчерпать диалоги с Гаэлем, то есть с Джераном. Данный босс, конечно, фул пиздец, так как их 2, так еще и не самых простых. Для собак чела отлично пойдет катана на кровоток, огонь для пиздюливания крайне много. А вот рыцарь Горнила покажет вашей попке, где ее место. Эта дебилина будет вас постоянно прессинговать. Единственный страт, который я намудрил, так это долбануть чем-то тяжелым после контратаки. Anyway, после победы вы все равно получите легендарный меч. Двуручник с гибридным клинком можно выбить с босса вот в этой локе. Босс-файт намного проще, так как здесь этот пес находится в самом гордом одиночестве. Меч ночи и пламени можно просто залутать вот тут. Маршрут прилагается. Меч палача Мары дропается с босса вот в этой локе. Сам босс, ну, под, так как раньше у него неплохой, а файт проходит в каморке папы Карла. Хз, как по науке убивать этого мистера, но после поражения меч мы лутаем. Болт и Гранд Сакса также можно легко залутать вот тут.
Как и шаттл затмения. Лутаем рядом с костром в Этлоке. Двуручник золотого порядка падает с босса в данже. Вот место, где данж находится. После сбора всех 9 оружек получаем ачивку «Легендарное оружие». Легендарные талисманы. Печать Радагона от боли лежит вот тут. Путь к нему прилагается. Талисман Годфри падает с босса в узилище. По мувсету это все тот же Годрик, только без второй фазы. Знак Радагона находится тут. Луна Накстеллы. Печать Марики. Великий щит с гербом дракона. Талисман Древа Эрт на +2 проще всего намудрить, начиная с костра запретных земель. Правда, получить его можно только в конце игры. Скипаем мобов и лутаем. Как собрали все 8, получаем достижения. Далее ачивка легендарные чары и молитвы. 2 спала мы уже залутали. Рев Грейла. Для начала нужно убить АФК дракона и потом в храме драконьего причастия за сердца купить спелл Рев Грейла. Пламя падшего бога падает с босса в узилище. Вот местоположение.
темную лунную ранее можно утонуть в башне, но для начала необходимо решить шарады с поиском черепах. Вот их местоположение. Одна будет висеть на скале, другая просто на земле, а третья будет летать в воздухе. Звезды Элдена просто лутаются, но пробираться к ним нужно через толпу АФК муравьев. Звездный дождь лутается опять в башне и опять после загадок. Полная параша, если честно. Я эти невидимые тропки не взлюбил еще с Dark Souls 1. После сбора всех 7 спелов получаем достижения, легендарные чары и молитвы. Достижение легендарной горстки праха. Эти прахи в большинстве случаев можно лутать в катакомбах различной степени ебанутости. Я не буду полностью рассматривать маршруты боссов, так как эти катакомбы легки для прохождения, и в своем большинстве боссы там, ну, овер мусорные. Тичи черный нож. Лутали безголовый. Оги рыцарь рыжегривы. Ложная слеза. Кристоф и Финли. Как залутали все 6 останков, получаем ачивку легендарные горстки праха. Ну, наконец-то мы закончили самым душным моментом, и теперь можно переходить к боссам и концовкам. Маргит — ужасное знамение. Знакомьтесь, чел, который будет являться кошмаром новичков, для которых Elden Ring является первой игрой серии Souls. Босс, конечно, не ультра сложный, но мовсет запомнить все равно нужно, особенно вот эту ублюдскую атаку задержкой. Окон для тычки много, юзаем с головой. Если будет ну совсем потно, то на файт можно призвать как фантома NPC, так и духов. Как Маргит будет агриться на них, то наваливаем в крысу, но не увлекаемся. После победы ловите ачивку. Годрик Старукий. Босс тоже несложный, главное доджить атаки задержкой и касты спецприемов. Вторая фаза, мне кажется, даже проще, так как когда он полыхает огнем, то можно вваливать миллион дамага. Королевский рыцарь Лоретта. Многого, наверное, не скажу, так как босс, в принципе, несложный. Главное доджить все атаки, вовремя уклоняться и наваливать по коню. Волк Радагона. Данная псина, ну, почти на фулл копирует Сифа из первого Dark Souls. Следовательно, для килла нужно всего лишь стоять у него под пузом и наносить тычки. Ничего потного я тут не заметил. Ренала. Для милишника с катаны это крип. В первой фазе лупим 3 раза по золотым девчонкам, а как сама Ренала упала, просто ее попускаем. Во второй фазе главное доджить магию и фантомов. Босс крайне простой для мили. Ложная слеза. Есть стратка, где вы просто раздеваетесь и снимаете все ганы перед боссом, а когда он появится, одеваетесь обратно и на изи его опиздюливаете. Годфри. Несложный босс, так как и урон по нему входит хороший, так и его атаки доджатся крайне легко. Моргот. По факту это тот же Маргит, но только со второй фазой, которая может немножко заебать. Ну и в принципе можно запомнить все его касты и спокойненько пройти этого босса.
командир О'Нил. Босс прям ну говно. Этот сын Параши призывает себе на помощь двух фантомов, которые ну не самые легкие. При первом проходе именно тут я впервые заюзал духа. Главное здесь забежать ближе к правой стене, иначе крип с локации может к вам тэпнуться и получите уже не 2, а 3 фантома. Тактика такая. Духа призываем для выигрыша времени на боссе и одном фантоме. Второго фантома мы убиваем и помогаем духу. На словах, конечно, звучит легко, но на деле тут полный рандом. То дух не выживет, то выживет, и кто там на кого сагрится, тоже вопрос удачи. Так или иначе, после победы вы получаете ачивку. Огненный великан. Босс из серии мусор, просто стоите у него под лапами и собственно по ним и наваливаете. Рыцарь Накстеллы. Также легкий босс, особенно если его отложили на потом. Вот к нему маршрут. Два духа предка, которые являются нашему взору в виде оленей, также не являются машинами для убийств. Лоретта, правда уже не в виде фантома, тактика с ней точно такая же. Магмовый змей Макар. Находится он вот в этой локе, и босс также проходной, который вам встретится еще 1000 раз в игре. Босс несложный, наваливаем по пузу, уходим от его каст огнем и будет вам победа. Аристократ божественной кожи. Находится он здесь. Также проходной чубрик, правда по катушке баранкой могут доставить вам проблем. Хз как это дожится, но я всегда просто на очке прятался за щитом. Мог повелитель крови. Вот тут и начинается самое интересное. Ну, во-первых, его можно убить через глич. Ну, кому париться вообще, типа, нахуй не надо. А во-вторых, именно этот кусок очка и побудил меня захуярить его с меча ночи и пламени. Аномальный урон. А вторая фаза это просто Deep Dark Fantasies. Про тут есть несколько хитростей. Первое. Вы где-то в канализации, как эти до Мога знамения, можете найти оковы Мога. При их использовании они ненадолго удерживают босса. Так можно сделать только в первой фазе и только 2 раза. Но и для второй фазы тоже есть хитрость. Короче, в бутылку со снадобьем можно добавить слезу, благодаря которой Мог не может застилить у вас хп при переходе на вторую фазу. Ну и тактика по его убийству остается точно такой же, как у знамения. Моление Клинок Микеллы. Самый сложный босс из своего солевого комбо, регена хп и наложение дебильного гнилого дебафа. Во втором проходе мы с духом сделали хэнбэнг в 2 ствола, и это была прекрасная месть. Как же дожить это комбо? Для начала вам нужно запомнить, как оно происходит в начале. Как только вы видите, бегите от нее как можно дальше. Второй танец с клинком можно задефать перекатом, как и третий. Переход в вторую фазу будет сопровождаться ее приземлением. Тут нужно сделать перекат влево или вправо точно в тайминг, когда она почти выпала на вас. Правда, это работает, наверное, только если у вас стоит таргет на нее. Во второй фазе также добавляется еще одна комбо с выпусканием на вас духов, которых можно доджить перекатом влево или вправо, если вы имеете специально для этого пепел, либо же можно просто катиться прямо на нее, прям вот вперед. Как только вы убьете Малению, можете сразу понять, что вы прошли Elden Ring. Двое из божественной кожи. Еще один мега уёбский босс. Чем-то, конечно, напоминает Смоуга и Арнштейна, тоже как бы 2, один жирный, другой худой. Но эти дебилины мало того, что почти неразлучимы, так еще и будут постоянно возрождаться после смерти. Тут тактика лишь в том, чтобы катить на себя одного дурачка и так до победного. Босс, если честно, прям вообще мерзость, потому что постоянный прессинг и рейндж у них тоже нифиговый, а в какой комнатке Папа Карло, как всегда, засунет этих боссов, я даже не буду ничего говорить. Пласиду Сакс. Этот босс-файт, ну прям просто секс.
Саунд, его магия, анимации делают этот файт ультра эпичным и офигенным. Однако все тот же дракон, что и остальные. Главное вначале переждать его кастной магии, что естественно я проебал. И опять-таки иногда выключайте автокамеру, ибо хуй ты поймешь, что этот дракон там накастовал, куда он там что сделал. Правда, этот чубрик у меня что-то решил стать в АФК. Ну и как к нему попасть, это тоже отдельная история. Маршрут на экране. Маликит. Босс в первой фазе не сложный, просто у него под брюхом и вкидывайте дамаг. Во второй фазе дамаг от него будет просто астрономических масштабов. Но тут стоит также танцевать у него под жопой, так как если вы от него отойдете, то он вас просто заебет своей магией. Мог знамение. Ну, для начала этот кусок хуйни находится в таком очке, что если туда крикнуть, то свое эхо можно слышать еще несколько лет. Вот вам до него маршрут. Что это вообще за босс? Этот чубрик является разминкой перед истинным могом, так как этот не имеет второй фазы, но это не делает его ни хрена легче. Дамага миллион, спылы также сжирает много хп, тут нужно лишь запомнить его мувсет и доджить магию, и рано или поздно он помрет. Рикард. Босс вообще не сложный и чем-то напоминает гиганта Йорма, но сделан файт намного пизже. Лутаем данное копье и убиваем змея. Начинается вторая фаза, которая полудухота и полунорм. Здесь главное уворачиваться от атак мечом, что в силу своей медлительности не так уж и сложно. И рано или поздно Рикард начнет на вас кастовать свою магию. Тут текущая задача выжить. Просто доджим и как закончится, опять наваливаем. Хуара Лукс. Тот же Годфри в первой фазе, а во второе место Годфри к вам на арену вкатывается чел из UFC. Тут главное не податься под атаку со скрещенными руками и стараться по максимуму прессинговать его в мили. Как только вы его убили, в обязательном порядке сделайте бэкап сейвов. У меня находится вот по такому адресу. Как на плойке сделать, если честно, не знаю. Попробуйте погуглить. Из Стима я лишь слышал то, что могут как-то помочь облачные сохранения, но тоже я типа хз, пацаны, сори, блять, ну обосрался, пиздец. Для достижения Повелитель Элдена вам нужно просто убить двух боссов и закончить игру. Сами боссы, ну, несложные, главное лишь на Элден Бесте доджить его магию. Как только закончили с концовкой, после титров не выбирайте начать новое приключение. Вам нужно просто вернуться обратно в крепость круглого стола, выйти из игры и опять ставить свой бэкап сейва. Для достижения Звездный век также киллим боссов, но перед статуей активируем синий знак призыва ранее. Для достижения Владыки Яростного Пламени нужно сделать максимально неочевидное говно. Помните арену с могом знамения? Так вот. Сзади сундука ударите по алтарю. Он съедет вниз, и вам нужно будет позаниматься всеми любимым платформингом. Добраться до дна, снять все шмотки и открыть дверь.
После этого опять попускаем Радагона и Элден Биста и активируем концовку. Это было долго, мучительно и незабываемо. Конечно, Elden Ring не сравнится с теми же Dark Souls 1 и 3, но новые механики в виде пепла войны, дублирование душ боссов и многого другого игра мне сильно вкатила. Я надеюсь, что помог в получении всех достижений и что игра вам подарила настоящие эмоции. Спасибо за просмотр до конца. Не забывайте про ссылки. В группе ВК, кстати, делаю там на заказ всякие превьюшки, шапочки, ну и прочее говнище, связанное с фотошопом. Если вдруг я где-то ошибся, то непременно поправьте в комментах. Хорошего дня. Танечт.